Всем привет, дорогие друзья! И сегодня наша речь пройдет про умный замок, который позволит превратить практически любую дверь в еще одно умное устройство. Причем без особых сложностей. Самое главное, только добавить безопасности вашему умному дому. Просто вытаскиваем личинку любого замка и вставляем в нашу умную. Интересен этот девайс еще тем, что может быть интегрирован в умный дом. Tuya или же Xiaomi, но для этого надо выбрать соответствующую модель у продавца при покупке. Давайте рассмотрим все возможности этого замка. И вставляется в плотной картонной коробке. На цветную полиграфию также денег не пожалели. На задней части характеристики устройства. И что встретишь нечасто, адрес производителя. Как я говорю, поддерживаются Mia и Tuya. Откровенно, не часто встретишь упаковку подобного рода. Все настолько защищено, что коробкой можно реально играть в футбол. С содержимым ничего не случится. Очень отличный подход производителя к своему товару. Это, я вам скажу, большая-большая редкость. Под верхним поролоном защиты видим, что тут у каждой части из комплектации замка есть свое посадочное место в нижней поролонке. Как будто мы не умный замок купили, а какой-то навороченный пистолет или медицинский точный прибор. Давайте замок отложим на потом. Первым делом мне интересно посмотреть, что находится в небольшом черном конверте. А в нем находится небольшая инструкция на английском языке. Я очень рекомендую с ней ознакомиться. И под ней находится пластиковая карточка клиента, на которой можно найти номер и код. Рядом с замком находятся два винта для крепления металлических накладок из нашего комплекта. Длина винта в моем случае составит 60 мм. Но она будет изменяться в зависимости от длины цилиндра вашего замка. Тут же рядом находятся металлические накладки. С одной стороны умной части замка накладка просто надевается на замок. А вторая ее фиксирует с уличной стороны. Выглядит это примерно вот так вот. Сами накладки выполнены из довольно толстого металла. А общий вес двух штук составляет 69 грамм. Также не забыли положить винт для крепления умного цилиндра в самой двери. Его длина составляет 70 миллиметров. В комплекте находятся 5 ключей. И при необходимости можно связаться с продавцом, скинуть фотографию своей уникальной карточки из комплекта и дозаказать новые ключи. Это в теории. Как будет в практике, ребят, я не проверял. Все ключи различаются по цвету. Что тоже довольно удобно, так как можем идентифицировать, кому выдали ключ и кто открывал замок. Но кроме цвета, каждый ключ имеет свой уникальный цифровой идентификатор, благодаря которому и происходит считывание, с какого ключа был открыт или закрыт замок. Но кроме этого, благодаря еще этой фишке, мы можем блокировать потерявшийся ключ банально несколькими кликами без необходимости менять весь замок. То есть банально ключик не подойдет, но ключик подойдет, вернее, но замок открыть уже не получится. Лезвие ключа с одной стороны оснащено 4 уникальными для каждого замка перфорациями, в которых в свою очередь есть отдельные мелкие выемки и выступы. Также присутствует уникальная канавка для более сложного взлома и подбора отмычки. На другой стороне ключа также находится канавка и еще 3 уникальных перфорации. На этой же стороне контактная дорожка, ведущая к чипу, который спрятан в головке нашего ключа под пластиковой защитой. Цилиндровый механизм практически ничем не отличается от своих неумных собратьев. С уличной стороны поворотная личинка замка для ключа. В центральной части кулачок для открытия и закрытия запорного механизма дверного замка. А в задней части, которая будет находиться в доме, поворотная ручка, с помощью которой мы также можем открыть или закрыть запорный механизм замка в двери. Но вот в этой ручке и скрывается основное отличие этого замка от неумных собратьев. Выкручиваем фиксирующий винт в центральной части ручки. Сама ручка пластиковая, но не хлипенькая. Также в месте посадки фиксирующего винта находится резиновое уплотнительное кольцо. К чести продавца, замок уже пришел с 3 элементами питания типа LR1 AM5, размер N. По заявлениям производителя их хватит на 1 год работы. Перед эксплуатацией не забудьте вытащить пластиковую защиту от включения при транспортировке. С другой стороны у нас находятся 2 кнопки и плата ZigBee модуля TUYZS5. Это встроенный модуль ZigBee с низким энергопотреблением, разработанный Tuya. Он состоит из высокоинтегрированного чипа беспроводного радиочастотного процессора, нескольких периферийных устройств. В Tuya S5 встроен 32-разрядный процессор ARM Cortex M4 с низким энергопотреблением, 512 килобайт флеш-памяти, 64 килобайт ОЗУ. Открутив 3 винта, снимаем умный модуль.
батарейного отсека. К самой личинке подходит 5 проводов. Но разобрать дальше, ребят, у меня никак не получается. Скорее всего, при подаче питания происходит банальное запирание пинов секрета замка, что предотвращает возможность его открытия. Также, думаю, тут есть сигнальный провод, который, если его замкнуть отмычкой, подаст тот самый сигнал о взломе. Оставим, ребят, это на совести разработчиков. Потому что проверить я это банально дальше физически не могу. Основными кнопками у нас служат синенькая и бежевенькая кнопка. Синяя для удаления и добавления ключей, бежевая для спаривания замка с нашим шлюзом и умной системой 2S Smart или Xiaomi. К сожалению, как сказано в инструкции, стереть один ключ мы не сможем. Мы можем стереть все. Для этого удерживаем синюю кнопку на протяжении 5 секунд, пока она не прозвучит длинным пиком. Запомните его. Вот. Теперь ни один из ключей уже не подойдет. Видите, он не может открыть личинку нашего замка. При этом происходит еще алярм. И этот же алярм будет передаваться нам на телефон. Все, стоит вытащить ключ. То же самое это будет касаться каких-то отмычек и прочего. То есть, если будет происходить несанкционированный проворот, все, сразу же алярм, уведомление на телефон. Если выключили, то, соответственно, уже ничего не придет. Для того, чтобы добавить ключ, мы нажимаем один раз, она пикнет 2 раза. Пик-пик, вставляем ключ, пик и вытаскиваем ключ. Все, ключ заполнен. Ключ вот у нас есть, то есть, соответственно, мы теперь вот этим ключом, все, он его опознал, мы без проблем можем открывать. Этот ключ у нас еще не вносился в базу, соответственно, все, он начинается уже орать. Также прописываем все 5 ключей. То есть, в принципе, замок у нас выполняет функцию уведомлений о том, какой ключ, когда открыл. Можно давать расписание, какой ключ, когда может открыть. Уведомление о том, что кто-то нелегально пытается открыть. Уведомление о том, что забыт ключ. Уведомление о том, что замок открыт. На этом плюсы, ребят, заканчиваю. Я, откровенно говоря, не знал, с чем я столкнусь, потому что обычно, если этот продукт не совсем новый, я стараюсь читать отзывы. Тут я лоханулся, я их не читал. Потому что в основном я являюсь первопроходцем таких новых девайсов, пытаешься сразу найти кучу косяков, а тут они уже сами вылазят. Во-первых, смотрите, вот этой ручки я вообще еще даже не пользовался, она просто приехала. Посмотрите, она уже зацарапанная. Это первый момент. Второй момент, вот эта вот штуковина, гайка, она бывает со временем начинает тут банально проскальзывать. Вариант это суперклей и прочее. Третий момент. Батареи, в принципе, да, хватает на год. Тут с этим вопросов нет. Но у некоторых на год не хватает вот этой вот контактной площадки. И даже при том, что вы вставили нужный ключ, который мы прописали, он все равно не открывает двери, начинает орать и просто ломает. Замок уже становится не очень хорошо работает. Иногда замок просто банально отключается от шлюза. Тоже такое часто происходит или долго думает. Третий момент. Как он здесь работает? По сути, здесь 3 подпружиненных язычка, которые вот здесь вот находятся. И они считывают данные с нашего ключа. То есть, как ключ подходит или нет. И, соответственно, если стоит одному какому-то залипнуть, то ключ уже не опознается, как ты ни крути. Причем никакой из ключей не опознается. Механика здесь тоже, в принципе, не очень качественная. То есть у некоторых работает год и больше, но достаточно много отзывов, что работают очень-очень мало. То есть если его часто использовать, то он выходит из строя достаточно быстро. То есть в течение года он уже может прийти в негодность. Механика механикой. Перейдем к программному обеспечению. Я открываю наш ZigBee Gateway и добавляю под устройство. Светодиод уже мигает, но на самом деле он еще не мигает. Мы его заставим мигать. Как заставить мигать? Надо удерживать кнопку бежевую в течение 5 секунд, и она 5 раз должна мигать. Считаем. 1, 2, 3, 4. И вот 5-й пик я ждал максимально минут 5. Как бы, друзья, я не старался, перевести замок в режим сопряжения у меня не получилось. Хоть модуль здесь и есть, все нормально. Я уже полностью разбирал, все смотрел, менял батарейки. Нет, перевести в режим сопряжения никак не получается. Соответственно, если мы не можем перевести это в режим сопряжения, то тут простая личинка замка с сигнализацией о том, что к вам будет подбор ключа произведен. Вот видите, ой-ай-ай, все, вор должен, по идее, убежать. Никакого уведомления вы не получите. То есть, видите, он тоже не с первого раза одупляется, что надо
именно этот ключ пустить. Открытие и закрытие замка, если даже у вас пройдет сопряжение, это по сути одно событие. То есть нельзя поставить, что когда вы открыли, допустим, включить свет. А то, что вы закрыли, свет выключить. Нет, он этого не поймет. То же самое, если мы просто будем изнутри его открывать, без проблем, вообще ничего, никаких событий не генерится. Ключей, да, это хорошо, они имеют все, могут иметь различные, мы можем назначить им названия, имена. Они будут в логах отображаться, что этот открыл Вася, этот открыл Петя, открыл Сережа, Женя. Но никак в автоматизации вы вообще не сможете. То есть просто ключ просто открыл. Все. То есть то, что там, допустим, можно открывать, и при открывании Вася будет звучать там какая-то мелодия, открывание Петя, загорится свет, Женя там, не знаю, выключится свет во всем доме. Такого сделать нельзя. К сожалению, я вам показать не могу. Поверьте, просто уже начитавшись всех форумов наших и не наших, я просто могу сделать такой вывод. То есть единственное, сейчас у меня его использование будет, это я вытащу достаточно дорогие, кстати, батарейки. И у меня будет просто в качестве замка. И в принципе, если говорить еще по поводу того, что здесь достаточно такое вот широкое отверстие, попасть отмычкой будет сюда достаточно, наверное, легко. Я, в принципе, не мастер в этом деле. Если вы разбираетесь, подскажите. Можно, в принципе, использовать его с элементами питания, но я не буду. Почему? Потому что если вдруг замок перестанет опознавать ваш ключ, то банально дверь вы не откроете. Он будет орать, он будет ругаться, но он не даст разблокировать замок. То есть вы будете стоять как последний, так сказать, олух, пытаясь открыть свой же замок своим же ключом, который вроде бы у него был и прописан, но что-то пошло не так, немножко банально подстерлись дорожки. Все, замок вы не откроете. До этого я даже не знаю, что надо делать. Банально вызывать какого-то ремонтника, выбивать, отжимать окно, вскрывать замок силовым методом, вытаскивать батарею. И тогда ваш замок, в принципе, сможет без проблем работать, крутиться и прочее. То есть батарейка здесь нужна силой для того, чтобы заблокировать замок, если будет использована какая-то отмычка, не зарегистрированный ключ, ну и, соответственно, для уведомлений. Вот видите, и то после не захотел с первого раза. Ну и то, что задумчивый. Так что, ребят, как бы ни удивительно это звучало, но эта версия изначально шла как Xiaomi. Xiaomi, в принципе, себя подразумевает как достаточно качественная продукция и прочее. Но это у нас может быть как Xiaomi, так и Tuya. То есть меняется только единственное вот этот вот чип. У меня с Tuya чипом не завелось. Хотя я использовал как обычный туевский шлюз, так и стик, ни с чем не завелось, потому что нету пятого пика, хоть ты тресни. Я уже использовал кучу вариантов, ну, не знаю, может, подскажите, может, я досниму это видео, если у вас есть такой замок, и я что-то делаю неправильно, но пересмотрев уже даже кучу видео, как делают, ну, так сказать, может, умные люди, ну, у меня не получилось. Но и во-вторых, я же говорю, что, в принципе, наличие механических и, главное, программных проблем не позволят мне повернуться языку, сказать, что я рекомендую этот замок к покупке. Нет, этот замок к покупке я однозначно не рекомендую. Дешевая рыба, плохая юшка. Вот то же самое, хотя это, в принципе, не дешевое, но за $50 нет. То есть это не работает так, как надо. Поэтому не будьте такими, как я, не прочитав, не посмотрев видео обзоры. Хотя я, в принципе, не особо нашел, где говорят плохо про него. Вот прочитал, да. Я говорю про него плохо. Если было бы хорошо, сказал бы хорошо. Поэтому вы не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте про социальные сети. Ссылки в описании под видео. Не забывайте про телеграм-канал. А ссылку на нормальный, хороший, Xiaomi-шный и туевский вариант я оставлю под видео. То, что, в принципе, я могу рекомендовать. То, что работает качественно и хорошо. А не вот это вот подобие. Всем всего хорошего. Пока-пока.